Ты слушаешь Радио Мария. «3 марта в прямом эфире на Радио Мария главные новости Израиля. Здравствуйте, мы начинаем. Главные новости Израиля. Слушай на Радио Мария. Пока в секторе Газа солдаты отдают свои жизни за Израиль, на выходе шаббата в центре страны тысячи протестующих требуют немедленных выборов и освобождения заложников. Сообщается, что правоохранители пытались разогнать участников несанкционированного протеста в Тель-Авиве. Добавлю, что большинство протестующих находились на тротуаре, но небольшая группа села посреди проезжей части и кричала, что нужно немедленно провести национальные выборы. По данным полиции Израиля, на антиправительственной акции протеста в Тель-Авиве было арестовано 7 человек за попытку перекрыть дороги. На протяжении всего протеста люди скандировали, цитирую, «Выборы сейчас, и ты во главе, ты виноват», имея в виду премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу. Женщина, участница протеста, которая, по ее словам, пережила резню 7 октября и чей брат погиб во время нападения Хамаса, говорит, цитирую, «Я виню тебя, Нетаньягу, в разрушении всех ценностей, на которых мы воспитывали наших детей. Я виню его за то, что он сделал всю страну скорбящей». Это была цитата. Главные новости Израиля. Кроме акций в Тель-Авиве, вчера тысячи участников протеста вместе с родственниками заложников пошли маршем в направлении Иерусалима. Во главе марша был Яир Лапид. Протестующие двигались к официальной резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньягу. Демонстранты требовали от правительства заключения сделки по освобождению заложников. Далее к другим событиям. После заявлений террористов Хамас вчера вечером о судьбе некоторых заложников было решено, что сегодня, 3 марта, израильская делегация не поедет в Каир для продолжения переговоров. Это будет до тех пор, пока не будет получен список живых похищенных. На данном этапе Хамас не намерен отвечать на запрос. Напомню, что похищенными считаются 136 человек, но сколько из них осталось в живых, пока точных данных нету. По неподтвержденной информации, заложников могло остаться меньше 50. Премьер-министр Биньямин Нетаньягу выразил пессимизм по поводу того, что Израиль и Хамас могут прийти к соглашению о приостановке боевых действий в Газе и освобождению заложников, обвинив террористическую группировку в том, что она продолжает препятствовать Израилю и не предпринимает добросовестные усилия по достижению компромисса. Напомню, что Израиль продолжает готовиться к расширению своего наступления в городе Рафиах на юге сектора Газа, несмотря на все более резкие предупреждения международного сообщества против такого шага. Нетаньягу говорит, мы сталкиваемся с кирпичной стеной бредовых, нереалистичных требований Хамаса. Группировка знает, что ее требования бредовые и даже не пытается приблизиться к соглашению. Вот такая ситуация, сказал премьер-министр Израиля. Главные новости Израиля. Сегодня же премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньягу не будет присутствовать на заседании Кабинета министров. Офис Нетаньягу сообщает, что у премьер-министра, цитирую, «легкий грипп». Вместо Нетаньягу сегодня на заседании будет председательствовать министр юстиции Яриф Левин. Напомню, что премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньягу 74 года. В прошлом году ему имплантировали кардиостимулятор. Тогда врачи обнаружили, что Нетаньягу перенес потенциально опасную для жизни кратковременную остановку сердца. По словам врачей, подкожный кардиомонитор, имплантированный премьер-министру за неделю до проблем с сердцем, зарегистрировал опасность и выдал предупреждение, что и побудило Нетаньягу к немедленной госпитализации и установке кардиостимулятора.
Пресс-секретарь ЦАЛЯ Даниэль Агари заявил, что Израиль представит результаты расследования инцидента, который произошел на прошлой неделе в секторе Газа. Напомню, что во время того, как фуры с гуманитарной помощью въехали в Газу, на них напали сотни жителей анклава. Началась давка. Подробно об этой истории мы рассказывали в прошлом выпуске. Даниэль Агари продолжает. «Мы расследуем эту ситуацию. У нас есть все необходимые материалы для завершения расследования и выяснения правды о фактах этого инцидента, и мы предоставим результаты». Это была гуманитарная операция, которую мы провели, и утверждение о том, что мы намеренно нанесли удар по конвою и намеренно причинили вред людям, не обосновано. Конец цитаты. Также Даниэль Агари сообщил о севере Израиля. «Я знаю, что многие жители севера волнуются по поводу ситуации на границе с Ливаном. Вы должны знать, что силы ЦАЛЯ расположены на протяженности всей границы. Они атакуют Хизбаллу на границе и в глубине территории Ливана. ЦАЛЬ продолжит информировать население о развитии событий. В случае, если будут особые распоряжения для командования тыла, мы немедленно и заранее сообщим об этом, чтобы дать населению возможность подготовиться», сообщил пресс-секретарь ЦАЛЯ Даниэль Агари. В субботу сирена Цевадом звучала недалеко от южного города Беэр-Шева после ракетных залпов из сектора Газа. Сирены также звучали и в Беэри. Сообщений о повреждениях или пострадавших не поступало. Главные новости Израиля. Палестинские террористические группировки ФАТ, Хамас и многие другие во время визита в Москву заявили, что будут стремиться, цитирую, «к единству действий в противостоянии Израилю». В ходе конструктивных переговоров было достигнуто соглашение по таким вопросам, как необходимость вывода израильских войск из сектора Газа, а также создание палестинского государства, говорится в заявлении. Напомню, что отношения России с Израилем обострились на фоне критики Москвой действий Израиля в секторе Газа, войны в Украине и все более тесных связей Москвы с Ираном. 2 солдата ЦАЛЯ были пойманы на том, что они разогревали хот-доги на военной кухне в субботу. Солдат отправили на 20 дней в военную тюрьму после того, как другой солдат увидел их и передал информацию начальству. Отец одного из военнослужащих сказал, что наказание было слишком суровым, и солдаты не заслужили такого наказания. Представитель ЦАЛЯ ответил, цитирую, «Солдаты были подвергнуты дисциплинарному наказанию заместителем командира подразделения в свете нарушения положений о работе кухни в субботу и того факта, что они предоставили ложные отчеты своим командирам при расследовании этого инцидента. Их действия нанесли ущерб кошерному питанию солдат подразделения. Это противоречит ценностям ЦАЛЯ», заявил представитель армии обороны Израиля. После этой новости люди поддержали солдат и назвали это религиозным принуждением. Это была цитата. Некоторые граждане были возмущены, что прорыв Хамаса 7 октября командиры не заметили, а инцидент на кухне заметили сразу. По сообщению полиции Черкасской области, из-за хулиганства правоохранители приняли решение о выдворении 4 граждан Израиля с Украины. Иностранцы совершили хулиганство в Умане. Они обязаны вернуться в страну происхождения до 4 марта. Одному из них запретили въезд на украинскую территорию до 27 года. Инцидент произошел 29 февраля в Умане. В полицию обратились местные жители, которые сообщили о стрельбе на улице во время передвижения иностранцев на автомобиле. Украинские правоохранители провели оперативно-розыскные работы, изучили записи камер наблюдения, расположенные в городе в рамках программы «Безопасная Черкащина», и установили местонахождение нарушителей. Ими оказались 4 израильтян в возрасте от 24 до 28 лет. У одного из задержанных, 27-летнего мужчины, в ходе проверки обнаружен стартовый пистолет и 39 патронов. Он был оштрафован по статье 173 «Мелкое хулиганство» Кодекса Украины об административных правонарушениях. Напомню, что граждане Израиля должны выехать с территории Украины до 4 марта.
Продолжаются главные новости Израиля в прямом эфире на радио Нария. Нам нужна ваша поддержка. Чтобы поддержать радио Нария, поставьте лайк этому видео, напишите свой комментарий, а также подпишитесь на наш канал. Ваши комментарии, лайки и подписки помогают продвижению и развитию нашей радиостанции. Также напомню, что на радио Нария совершают атаки недоброжелатели. Чтобы не потерять связь с нами, подпишитесь на наш резервный YouTube-канал. Ссылка на него будет в первом прикрепленном комментарии под этим видео. Если мы не сможем выйти в эфир на основном канале, на котором вы сейчас смотрите эти новости, эфиры начнут выходить на резервном YouTube-канале. Правда, о которой мы говорим, многим не нравится. Главные новости Израиля. Полиция Израиля просит граждан помочь в поиске 85-летней Ларисы Шпекторов-Левин. Она жительница Хайфы. Последний раз ее видели днем 29 февраля в районе больницы Рамбам. Приметы пропавшей: рост 1,50 м, худощавая, темные волосы. На ней был розовый свитер, черные брюки, коричневые туфли. Пропавшая носит очки. Всем, кому что-либо известно о местонахождении пропавшей, просят позвонить в полицию по телефону 048 648 811, 048 648 811 или же по телефону полиции 100. Главные новости Израиля. Еще один трагический день в нашей стране. Трагический день в армии обороны Израиля. Разрешено к публикации. Военные сообщают, что 3 солдат пали в секторе Газа в результате детонации заложенного террористами устройства в здании на юге сектора Газа. Именно павших солдат вы сейчас видите на своих экранах. Сообщается, что в этом инциденте еще 14 военнослужащих получили ранения, 6 из них серьезные. В ЦАЛе расследуют, как военные проверяли здание и как была заложена взрывчатка, а также другие обстоятельства инцидента. Светлая память павшим солдатам. Это были главные новости Израиля. Спасибо, что слушали и смотрели нас. Завтра в 6 часов утра по Иерусалиму мы снова в прямом эфире. До встречи.